Таинственный подрядчик нанял Дэна для уборки заброшенного здания. Но он никак не ожидал, что, войдя в одну из комнат, обнаружит комнату, полную змей. Он вообще не любил змей, но здесь было что-то еще. Змеи были очень агрессивны. Дэн никогда раньше такого не видел. И тут он заметил что-то под змеями. Он понял, что они что-то защищают. У Дэна возникло странное ощущение. Он был совершенно сбит с толку. Это не предвещало ничего хорошего. Дэн попытался приблизиться к предмету, но с каждым шагом змеи все больше замечали Дэна. Дэну приходилось быть осторожным, но при попытке дотянуться до предмета его укусили. Он почувствовал сильную боль в руке. Он не мог справиться с этим в одиночку. Он вернулся к своему фургону, который был припаркован прямо перед домом. Сначала он наложил повязку, но рука по-прежнему сильно болела. Он думал оставить это дело, но ему предложили много денег за выполнение работы. Затем ему позвонили. Дэну неожиданно позвонили с анонимного номера. Он снял трубку. Дэну сказали, что ему нужно поторопиться, иначе могут произойти плохие вещи. Дэн огляделся. Ему показалось, что этот человек наблюдает за ним. Что все это значит? Этот человек угрожал Дэну. Ему сказали, что если он не доставит предмет в тот же день, с ним и его семьей случится что-то плохое. Дэн был совершенно потрясен. Это не могло закончиться для него добром. Дэн собрал все свое мужество, чтобы позвонить в полицию. Но когда они ответили, он повесил трубку. Он не мог рисковать безопасностью своей семьи. Это было слишком рискованно. Ему просто нужно было убрать в этой комнате и дать подрядчику все, что он хотел. Он решил, что вернется в комнату и сделает то, о чем его просили. Он решил не звать никого на помощь только потому, что не знал, кто его нанял в первую очередь. Ему пришлось обзавестись хорошим защитным снаряжением. Однако укус на руке тоже начал сильно болеть. Это не предвещало ничего хорошего. Дэн быстро собрал свои вещи и поехал обратно домой. Все это время у него было ощущение, что за ним наблюдают, но он никого не видел. В глубине души Дэн понимал, что нуждается в медицинской помощи, но решил сначала вынести предмет из комнаты. Дэн неохотно вернулся в дом. Он поднялся по массивной лестнице. Он уже слышал шипение змей. Странным было то, что за пределами комнаты змей не было. Все они были внутри комнаты. Когда он снова вошел в комнату, у него отвисла челюсть. Он вошел и ахнул. Казалось, что теперь в комнате стало еще больше змей. Они мгновенно повернулись к Дэну. Они прекрасно знали о присутствии Дэна, но не нападали на него напрямую. Только когда Дэн подошел ближе, они отреагировали. Дэн был в полном шоке. Он недоумевал, как вообще попал в такую ситуацию. Ему не следовало соглашаться на эту работу. Его просто наняли убирать заброшенное здание. Он не предвидел никаких змей. Он знал, что ему просто нужно пройти через это. Скоро все это закончится. Дэну и раньше приходилось выполнять сложную работу, но это ему никогда не нравилось. На него оказывалось дополнительное давление. Дэн быстро попытался пробраться сквозь змей. Казалось, его защитные костюмы очень помогли ему. Но затем он почувствовал, что что-то удерживает его. Это было не чувство, которое сдерживало Дэна, но змеи начали сковывать его движения. Дэн вспотел и не знал, что делать. Он хотел сдаться, но был так близок к этому. Змеи начали ползать вокруг его ног, и Дэн споткнулся. Это мог быть конец. Дэн чувствовал себя очень скованно. Змеи продолжали кружить вокруг него. Они начали кусать и его костюм. Дэн чувствовал, что долго так продолжаться не может. Он поднялся на ноги и, собрав все свои силы, двинулся к объекту. Затем он почувствовал сильную боль. Он почувствовал боль во всем теле. Змеям удалось проникнуть сквозь костюм на его правой ноге. Он попытался сбросить их, но одной из них удалось его укусить. Дэна затошнило. Затем он почувствовал что-то еще на своей шее.
Дэн упал на землю и начал хватать ртом воздух. Он никогда раньше не испытывал ничего подобного. Казалось, что его душат змеи. Дэн продолжал хватать ртом воздух и одновременно пытался сбросить с себя змею. Она полностью обвилась вокруг шеи Дэна. Змея продолжала давить на меня. Дэн пополз, и каким-то чудом змея отпустила его. Дэн не знал, было ли это из-за того, что он пару раз ткнул ее в глаза, или из-за чего-то еще. Ему показалось, что он тоже слышал шаги, но, возможно, это из-за недостатка кислорода. Однако Дэн не ошибся. Из-за змеиного яда и недостатка кислорода Дэн чувствовал себя крайне плохо. Ему удалось дотащиться до коридора, но он понял, что у него больше нет сил вставать. Он никому не сказал, где находится, но все равно слышал голоса. Это было у него в голове? Дэн больше не мог этого выносить. Он то приходил в себя, то терял сознание. Через некоторое время он полностью отключился. Когда он открыл глаза, он был уже не в коридоре, а внизу. Как это произошло? Повсюду вокруг себя он видел людей. Дэн понятия не имел, что происходит, но люди казались ему совсем недружелюбными. Он подслушал разговор двух мужчин. Они обсуждали, что им делать с Дэном. Он слишком много знает. В конце концов, Дэна утаскивают. Он понимает, что он совсем не в безопасности. У этих людей недобрые намерения. Его погрузили в белый фургон и увезли. Дэн пытался кричать, но изо рта у него ничего не выходило. Он был слишком напуган. Дэн до сих пор не понимает, что происходит. Рядом с ним стоит мужчина в черной толстовке с капюшоном. Он понимает, что Дэн проснулся. Он немедленно предупреждает водителя. Затем на заднее сиденье сел еще один мужчина. Они не колебались. Не спросив, все ли с ним в порядке, они начали задавать вопросы. Дэн узнал один из голосов. Это был тот самый мужчина, который звонил ему сегодня утром? Мужчина спросил, не нашел ли он что-нибудь в комнате? Дэн был так слаб, что просто покачал головой. Его ответ их не удовлетворил. Но затем Дэн снова потерял сознание. Дэн снова проснулся. Он был подключен к монитору и, оглядевшись, понял, что находится совершенно один в жуткой комнате. Дэн понятия не имел, что происходит. Когда он попытался встать, то понял, что привязан к кровати. Затем кто-то вошел в палату. В палату вошел мужчина, похожий на врача. Он наложил Дэну швы и оказал ему необходимую помощь. Мужчина выглядел очень взволнованным. Дэн попросил его отпустить его, но доктор промолчал. Затем он кивнул в сторону камеры. В темную комнату вошли двое мужчин и отстегнули Дэна. Дэна оттащили в другую комнату. Это больше походило на комнату для допросов. Дэн умолял людей отпустить его, но они не сдвинулись с места. Они начали задавать ему вопросы. Дэна спросили, знает ли он, что они ищут. Дэн понятия не имел, но у него было чувство, что это как-то связано с домом и змеями. Им нужно было завладеть чем-то очень особенным или деликатным в этой комнате. Очевидно, они хотели, чтобы это сделал кто-то другой, не подвергая никого риску. Они спросили, участвовал ли он в этом, или сообщал ли кому-нибудь о том, что он там делал. Дэн заверил их, что никому не рассказывал о своей работе, даже жене. Он был напуган. Мужчина начал верить ему, но тут они услышали громкий хлопок. Дэн в крайнем замешательстве. Мужчина встал и быстро убежал. Дэн не знал, что делать, и остался сидеть. Он услышал крики и выстрелы. Это не предвещало ничего хорошего. Затем он увидел, как что-то катится по комнате, и его ослепило. Дэн слышал крики вокруг себя, когда лежал на полу. Он закрыл уши, потому что некоторые звуки действительно доносились до него. Кто-то схватил Дэна и велел ему не высовываться, а затем Дэн понял, что происходит. В здание ворвалась группа спецназа. Они подоспели как раз вовремя, чтобы вызволить Дэна из этой странной ситуации. У Дэна было столько вопросов в голове.
как они вообще сюда попали, искали ли они его. Скоро на все они будут даны ответы. Дэна вывели на улицу, и краем глаза он увидел двух мужчин, которые допрашивали его ранее. Они оба были арестованы. Дэн почувствовал облегчение, но у него все еще оставалось много вопросов. Он также чувствовал упадок сил. Но ему пришлось рассказать им о доме. Сначала команда сказала Дэну, что они пришли не ради него. Его спасли по чистой случайности. Дэну просто повезло, что команда спецназа получила достаточно информации, чтобы арестовать преступную организацию, в которой содержался Дэн. Затем он начал рассказывать им о змеях. Люди, которые спасли Дэна, были совершенно сбиты с толку рассказом Дэна. Однако они никогда не слышали о чем-то столь абсурдном. Следы укусов Дэна доказывали, что он говорил правду, поэтому они последовали за ним до самого дома. Дэн решил проводить их до дома. Им потребовалось некоторое время, чтобы добраться туда. Когда они прибыли, то увидели нечто, что их ошеломило. Машина Дэна была полностью сожжена. Преступники подожгли его грузовик. Затем они решили проникнуть в дом. Когда они вошли, все были ошеломлены. Они действительно слышали громкие шорохи. Некоторые из сопровождавших Дэна мужчин боялись змей. Они сказали Дэну, что хотят дождаться специальной команды, прежде чем войти в комнату. Дэн почти не мог больше ждать. Дэн не хотел идти туда в одиночку. Кто мог его винить? Он чуть не погиб, когда вошел туда. Дэн знал кого-то в полиции, кто мог быстро собрать команду. Он позвонил в полицейское управление, и через несколько минут они прибыли. Команда спасателей быстро прибыла в защитных костюмах. Дэн почувствовал облегчение. Наконец-то он почувствовал себя в большей безопасности в окружении всех этих людей. Он слышал, что полиция также забрала его жену и детей, чтобы обеспечить их безопасность. Почти все преступники были пойманы, но было бы слишком рискованно предполагать, что они не станут мстить. Дэн дает им некоторые инструкции о том, где находится комната. Дэн также является экспертом, поэтому они внимательно слушают его. Команда чрезвычайно заинтересована в том, чтобы эта тайна была раскрыта. Наконец-то настало время. Полиция выезжает на место, пока весь район оцеплен. Они следят за тем, чтобы никто не смог проникнуть в помещение. Затем команда выходит на поле, и Дэн может следить за всем происходящим по радио. Ему разрешили послушать разговор с капитаном. Он слышит, что команда постепенно избавляется от змей. Кажется, все идет лучше, чем у Дэна. Однако они попросили еще нескольких человек на подмогу, и те немедленно прибыли. Змеи были очень агрессивны. Они не хотели отпускать объект. Затем Дэн услышал много шума, несколько криков и громкое змеиное шипение. Похоже, что у команды гораздо больше проблем, чем они предполагали. Они предложили просто сжечь все здание дотла. Но теперь начальство захотело узнать, что именно они защищают. Прибывают дополнительные силы полиции, национальной безопасности и некоторые правительственные учреждения. Капитан полиции велел Дэну идти домой. Он заверил Дэна, что завтра ему позвонят и расскажут о том, с чем они столкнулись. На следующий день капитан полиции не позвонил, но Дэн был удивлен, кто же на самом деле звонил. Когда зазвонил телефон, Дэн никак не ожидал этого. На другом конце провода был майор, у которого была для него важная информация. Дэна попросили зайти в кабинет майора. Дэн не знал, хорошо это или плохо. Он все еще думал об этом предмете. Ему нужно знать, что это такое. Майор скоро расскажет об этом. Когда Дэн вошел в кабинет, ему велели сесть. Он привел с собой жену и детей. Сначала майор заверил его, что вся организация арестована. Ему больше не придется их бояться. Затем в комнату вошел еще кто-то. В комнату вошел капитан полиции. У него была с собой медаль в честь храбрости Дэна. Капитан рассказал все майору. Майор был настолько заинтригован этой историей, что вынужден был вручить Дэну эту медаль. Он также решил поделиться секретной информацией.
Они начали рассказывать Дэну, что той ночью им удалось очистить комнату. Им потребовалось 5 часов, чтобы очистить всю комнату. Когда они поняли, почему там были змеи и почему их было так много, до них наконец дошло. Змеи защищали свои собственные яйца. Они чрезвычайно дорогие и хрупкие. Вот почему преступникам понадобился специалист, который понятия не имел, что происходит, чтобы вернуть их. Дэн вздохнул. Он был рад, что все закончилось. Он был рад, что все закончилось.